Какую цену назначать за торт? Немного ли я беру? Немало ли я беру? Не распугаю ли я всех заказчиков? Смогу ли я на этом зарабатывать? Такие вопросы задает себе каждый начинающий кондитер. И сейчас мы разберемся, как поступать правильно и быть готовым отвечать на вопрос, сколько это стоит. Начнем с самой распространенной ошибки. Многие считают, что стоимость продуктов – это и есть себестоимость их товара. И от этой цены и считают свой доход и прибыль. Это в корне неверно. Меня зовут Петр Лисавкин, я уже 7 лет руковожу основанной мной кондитерской «Два зайца», а начинал я, как и все, выпекая торты на заказ прямо на домашней кухне. Курс «Экономика для начинающих кондитеров» разбит на отдельные темы. И вы, зрители из будущего, можете найти его полностью у нас на канале. В этом ролике мы разберемся с ценой продуктов. Да зачем это нужно? Я готовлю по бабушкиному рецепту, а цену ставлю как у всех и нормально. Для себя можно и так. Но ответьте на один простой вопрос. Сколько вы заработали на этом торте? И заработали ли вообще? Сможете ли вы этой работой обеспечить себя и свою семью? Посчитать, сколько стоят продукты в рецепте, просто. Берем цену за килограмм продукта и умножаем на необходимое количество по рецепту. Все складываем и готово. И вот тут первая пометочка. Приучайте себя писать в рецептуру в одних и тех же единицах измерения. Граммах или килограммах, но в одних. Для правильных расчетов придется избавиться от понятий столовая ложка, 2 стакана или щепотка. Давайте сразу делать хорошо, плохо оно само получится. Исключением могут быть, к примеру, яйца. Их цена берется за штуку, хотя в большинстве рецептов мы чаще всего берем именно вес яиц, а не количество. Тогда рецепт получается одинаковым вне зависимости от размера яиц. Продукт дешевый, так что плюс-минус одно яйцо на всем рецепте не сильно влияет. Давайте для примера правильно запишем продукты для капкейков. Рецепт есть у нас на канале. Обычный рецепт содержит граммы, чайные ложки и стаканы. Переводим все, кроме яиц, в граммы, при этом учитываем, что разные продукты имеют разную плотность. Чайная ложка разрыхлителя и соли отличаются почти в 2 раза по весу. Теперь пишем цену за килограмм каждого продукта. Я буду использовать цену с сайта Ашан на сегодняшний день. Теперь умножаем цену на количество и не забываем, что цена за килограмм, а в рецепте мы писали в граммах. Все суммируем и получаем около 157 рублей. Очень важно в своих расчетах брать не минимальную цену, за которую вы можете найти по скидке или оптом, а самую реальную. Объясню на примере. Вы можете купить масло оптом у поставщика. Оно будет гораздо дешевле, чем в соседнем магазине. Но нужно будет ждать дня доставки и покупать пак от 10 килограмм. Но вам заказали торт на послезавтра. И от поставщика оно не успеет доехать. Или вам негде хранить такое количество. И вы идете и покупаете его в соседнем магазине. Чтобы не нести убытки, в расчетах изначально должна быть записана, как я ее называю, реальная цена. То есть цена, по которой вы можете в любой момент купить необходимый продукт. Разница реальной цены от минимальной – это ваш запас на оптимизацию. Учитывайте, что цены постоянно растут. Так что пишем реальную стоимость и периодически контролируем изменения цен. Второе – это кратность рецепта упаковки продукта. Сложно сформулировал, но давайте на примере. Для рецепта вам нужно 400 граммов маскарпоне, а он продается упаковками по 250 граммов. То есть купить придется в любом случае 500. Остаток, конечно, можно доесть, но он будет оплачен из семейного бюджета. И это точно надоест через месяц, уж поверьте. А иногда остается даже больше, чем используется. Если продукт скоропортящийся, это особенно критично. Выходов здесь 2. Первое. Задаем в цену сумму на остатки. Это нужно делать не всегда, но есть рецепты, где это сильно влияет. Или пересчитайте рецепт, отталкиваясь от самого невыгодного остатка. Как это сделать, разберемся в отдельном ролике. А теперь задание. Напишите свои любимые рецепты в правильных единицах измерения и посчитайте стоимость продуктов в них.
Можно это делать на бумаге, но гораздо удобнее использовать электронные таблицы. С ними мы будем очень плотно работать на следующих занятиях. Следующий раздел – это трудозатраты и как новичку оценить свою работу. Именно этому посвящен второй раздел нашего курса. Смотрите его тут.